Добрый день, дорогие друзья! Я вас приветствую на сегодняшнем нашем вебинаре и хотел рассказать программу, которую я хочу провести сейчас вот за этот летний период, посвященную именно медитации. И по порядочку сейчас давайте разберем вообще, что такое медитация, для чего она нужна и какие цели мы перед собой ставим на этой программе. Итак, основная цель, которую мы ставим перед собой на медитациях, это, я их вот обозначил как 6 пунктов. И вот все эти 6 пунктов, чтобы вы не пугались, они достигаются именно благодаря тренировке. Вот прослушать теоретический материал, собрать все книжки, их прочитать и не практикуя, вы никогда не добьетесь вот того результата. Это так же, как у спортсмена. Мышцы достигают своей прочности, ловкости, управляемости только в результате тренировок. Мозг достигает своей гибкости, целеустремленности в результате тренировок. И через медитации мы также откроем для себя вот эти все 6 пунктов, которые я обозначил, только в результате регулярных тренировок. Поэтому первое, к чему я вас призываю, сделайте медитации, скажем так, частью своей жизни. Вот как вот мы в своей жизни подписались на такие вещи, которые мы выполняем ежедневно и изо дня в день, из года в год и не отказываемся от них. У нас есть гигиена, мы принимаем душ, ходим в баню, чистим зубы, мы содержим свою внешность в соответствии с теми требованиями, которые приняты в обществе. И мы на это подписались, мы на это тратим свои средства, мы следим за этим. И вот, собственно, гигиена нашего ума и нашего восприятия мира – это тоже важная вещь, и которой почему-то люди очень мало уделяют внимания. И вот, собственно, цель этой программы – это такое формирование гигиены ума, гигиены мировоззрения. А это возможно только через осознанность. Когда каждое действие, которое мы выполняем в своей жизни, мы его не просто принимаем на веру, что вот нам кто-то сказал, и мы слепо этому следуем и выполняем, а мы пропускаем это через свой ум, мы добиваемся осознанности этого действия. И после этого перед нами открывается, собственно, это вежество. Вежество по отношению к себе, вежество по отношению к окружающим. И благодаря этому мы постепенно развиваем свой ум и добиваемся поставленных целей. И первая основная цель – это способность сосредотачиваться на объектах. Многие из вас пытались заниматься медитациями, и каждый раз вы отбрасывали эту тему, потому что когда вам говорили: сядьте, расслабьтесь, опустошите свой мозг, опустошите свое внимание, ни о чем не думайте, и у вас никогда ничего не получалось, потому что не можете вы ни о чем не думать. Постоянно крутятся какие-то мысли, постоянно какие-то события происходят, и вот это как раз тоже достигается, это одна из основных наших целей, это выработать способность сосредотачиваться на объектах и прекратить хаос в мыслях. И поверьте, это очень просто достигается. Уже через 3, 4, 5 простых медитаций на сосредоточивание вы увидите, что ваш ум становится проще, чище, нейтральнее и свободнее. Вторая цель, которую мы ставим на этой программе, это нормализовывать психическое состояние через осознанность. Наши эмоции, они проявляются в зависимости от того, в какую ситуацию мы попали. И каждый раз, если вы заметите, проанализируете свои действия, когда вы реагируете на то или иное событие, либо радостью, либо гневом, либо унынием, вы примерно одно и то же действие, у вас примерно одни и те же события. И вот чтобы этого избежать, чтобы научиться регулировать эти состояния,
Вам нравится ссориться с каким-то там вашим соседом, там, условно говоря, или с вашим родственником каждый раз? Вот если вы проанализируете, вы поймете, что вас фактически цепляют каждый раз на одном и том же моменте, в одном и том же случае, и ваша реакция практически всегда идентична. Так вот, через осознанность, когда мы осознаем, и вот как раз медитации на это направлены, чтобы провести это через осознанность, осознать вот эти все процессы, и у вас фактически в вашем мозге сформируется решение, как управлять своими психическими состояниями, либо как выходить из психических состояний, негативных особенно, которые вам реально угрожают. Следующий пункт, который мы ставим в этой программе для достижения тех или иных целей, это восстанавливать психическое и физическое здоровье. Скажу один простой постулат. Но вот по поводу психического здоровья я уже частично коснулся, что мы через осознанность мы достигаем психического равновесия. И, собственно, через осознанность мы нормализуем потоки энергии в нашем теле. Физическое наше здоровье. Придерживаемся вот такому простому принципу. Где наше внимание, там течет энергия ЦИ. Где течет энергия ЦИ, там течет кровь, там ткани получают питательные вещества, там идет обновление, там идет восстановление. И вот, собственно, медитация позволяет успокоить наш ум, сосредоточиться на конкретном объекте, направить на этот объект все наше внимание. А где наше внимание, там этот объект наполняется энергией. И таким образом мы достигаем различных эффектов восстановления и оздоровления. Следующий момент, который мы очень с вами серьезно обратим внимание, это с помощью медитации научиться вырабатывать взвешенные решения. Многие из вас сталкивались с такой жизненной ситуацией, когда необходимо принять решение, вы не знаете, как его правильно принять, вы ищете, кто бы взял за вас ответственность за принятие этого решения. Кто-то идет к священнику, кто-то идет к своему родственнику. В общем, ищем все время, на кого переложить эту ответственность. Но на самом деле вы научитесь с помощью медитации трезво оценивать последствия принятых вами решений или какие решения нужно правильно принять и какие вас будут ждать последствия. Медитация в этом очень хорошо помогает. А это фактически вы уже начинаете осознанно управлять своей жизнью, своим управлением своей жизнью. Помочь себе и близким избавиться от страданий. То есть это одно из основных, собственно, назначений медитации. Вы с помощью медитации научитесь не только себе помогать, но в этих же медитациях вы будете отрабатывать отношения с вашими близкими, с вашими знакомыми, с вашими родственниками, вообще с миром. И когда у вас есть готовые решения, обдуманные, осознанные, вы, соответственно, выстраиваете, строите свое поведение в этом ракурсе и избегаете уже каких-то проблем и тем более страданий. И это одна из тоже тем нашей этой программы. И, собственно, я подведу такой вот под этими пунктами как бы обобщающий и основной тезис, собственно, для чего нужны медитации и вообще наша жизнь как людей. Можно жизнь прожить как животное, можно жизнь прожить как растение, можно жизнь прожить как какая-то стихия и так далее. Но вот именно человеческая жизнь дается каждому из нас, чтобы развивать в себе вот здоровые, творческие состояния ума. Вдумайтесь в эту фразу. И это является лучшим способом распорядиться своей жизнью. Я подвожу итог этому вводному моему эфиру и
примерно сейчас зачитаю программу, которая будет у нас предложена в этой программе, то есть в этом курсе, назовем его так. Каждый день я буду стараться выкладывать практическое занятие и какое-либо теоретическое занятие, либо это будут ответы на вопросы, либо это будут какие-то разъяснения, теоретические аспекты подготовки к следующей медитации, которая будет на следующий день. Вот. И вы сможете постепенно, отрабатывая вот эти моменты, привить к себе культуру медитации, сделать это радостным событием в вашей жизни и ожидаемым, после которого вы будете действительно получать эффект радости, легкости, осознанности, и к этому будете стремиться. То есть это должно стать буквально образом вашей жизни. Если человек в течение дня, каждого дня, хотя бы 30 минут, а лучше 60 минут уделяет медитации, он качественно меняет уровень своей жизни. Итак, первые наши медитации, которые мы начнем выполнять с завтрашнего дня, и я сейчас после оглашения всего списка расскажу основные принципы, на которые нужно обратить внимание при завтрашней медитации. Мы с вами будем, то есть это осознанное дыхание, вот это основа. Почему именно осознанное дыхание? Это, собственно, ключ ко всем медитациям. Когда ваше внимание переключается на вдох и выдох, вы начинаете именно быть наблюдателем. Вас постепенно, через 5-10 минут, вы начинаете замечать, что ничего внешнее вас уже не раздражает. Вы уже успокоились, и вот это наблюдение за дыханием, которое однообразное, монотонное, но тем не менее со своими тонкостями, со своими утончениями, оно заставляет включиться, во-первых, правое полушарие головного мозга, сам процесс наблюдения. Вы начинаете отбрасывать все материальные, все чувственные раздражители, которые есть вокруг вас. И вот когда вы натренируетесь с помощью дыхания быстро освобождать свой мозг, и эта практика, как правило, показывает, что уже через несколько медитаций вы уже буквально проходит несколько минут, и все. И вы уже готовы медитировать, а ваш мозг свободен. И дальше мы уже работаем с той задачей, с той целью, которую мы себе поставили. Итак, первые медитации будут посвящены освоению осознанного дыхания. То есть это ключ к медитации. И завтра мы с вами этим займемся. Следующие у нас будут медитации. Я просто их сейчас озвучу. Не факт, что они будут именно в такой последовательности. Но я заранее буду предупреждать, какой у нас будет следующая медитация. Итак, это медитация дружественности. Дружественность по отношению к себе. Дружественности по отношению к своим близким, к своим врагам, к своим недругам. То есть вот ко всем у вас должна быть проявляться дружественность. И научиться вырабатывать этот баланс. А это проблема, во-первых, самообесценивания. Могу вам сразу сказать, что самообесценивание – это один из самых ключевых моментов, который разрушает ваше тело, который разрушает вашу жизнь. Когда вы в нерешительности, когда вы через самообесценивание обесцените себя, обесцените своих близких и все вокруг. И это для вас препятствие и стопор. Вот мы будем учиться через медитации очищать себя от этих пут и двигаться дальше. Медитация улыбки, медитация в движении, медитация столбом, медитация микрокосмическая орбита, медитация 12 меридианов, медитация 9 частей тела, медитация отношений мужчина и женщина. Почему ко мне относятся так женщины или там к женщине, почему так относятся к мужчине, почему я отношусь так к женщинам, или почему там женщины так относятся к мужчинам и так далее. Вот эти все моменты мы научимся в медитациях определять, почему это с нами так происходит, почему мы родились в такой стране, в такой культуре, для чего, как это повлияло на формирование нашего отношения к мужчинам или женщинам, к противоположному полу. И почему мы выстроили такую свою жизнь. Медитация отношений «я» и мои родители.
Почему? Почему у меня с родителями такие отношения? Почему они там не разрешились или разрешились там через столько-то лет и так далее? То есть мы это в наших медитациях найдем ответ. Отношения, медитация я и мои дети. Либо дети и я. То есть и туда, и сюда. Эти отношения мы также определим. Медитация отношений я и другие люди. Как я общаюсь с людьми, которые окружают меня. Или которые меня не окружают, но о которых я думаю. Медитация отношений просто других людей, как одно общество относится к другому, как одни люди относятся к другим людям. Это тоже влияет на наш ум, это влияет на наше мировоззрение. Медитация – причина страданий. Почему возникают эти страдания? Почему это случилось со мной? Получить ответ, получить осознанность – это значит получить инструмент, как избежать этих страданий. Медитация осознанности – причина болезней. Болезнь – это в какой-то мере тоже страдание. И вот осознать, почему это с вами произошло. Медитация баланса психической энергии. Медитация мои прошлые жизни. Медитация позвоночник. Медитация суставы рук. Медитация суставы ног. Медитация органы чувств. Это зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, ум. Медитация внутренние органы. Проработаем мозг и нервную систему. Проработаем эндокринную систему и железы. Проработаем кровеносную систему, сердца и сосуды. Проработаем лимфатическую систему, дыхательную систему с легкими, пищеварительную систему, мочеполовую систему. Медитация 17 дыханий и медитация взвешенное решение. Вот примерная программа. Но это вот минимум, что сейчас я заявляю, потому что дальше, я думаю, по вашим же запросам будут рождаться новые решения, которые мы также с вами обсудим, и также будут практические, собственно, занятия. Помимо этих практических занятий будут теоретические вставки, где я постараюсь вам максимально подробно и убедительно рассказать, как достигается нормализация психического состояния, как работает мозг при медитации, как оздоравливать себя и других людей с помощью медитации. Масса методов существует, и какую-то часть мы с вами рассмотрим. Важность осознанного дыхания при первом этапе медитации. Вот насколько это важно, я сейчас постараюсь в этом ролике рассказать. Важность устранения самообесценивания. Также очень важно, это будут первые наши шаги, которые мы сделаем при освоении медитации. Протокол медитации улыбки, положение при медитации, то есть как сидеть, стоять, лежать, в каких положениях вам удобно медитировать. Пространство, какое должно быть вокруг вас во время медитации. Какое самое удобное время для медитации. Значение медитации – микрокосмическая орбита. Значение медитации – 12 меридианов. Значение медитации – 9 частей тела и техника медитации. Техника медитации столбом, техника медитации в движении, техника медитации отношений, которые я уже рассказывал, их у нас целая серия. Техника медитации осознанности, техника медитации прошлой жизни, техника медитации суставы и позвоночник. Вот эти все моменты мы с вами будем рассматривать. То есть к практической части будет подключаться и теоретическая часть. Итак, я сейчас вот примерно огласил весь перечень этой программы. Она рассчитана примерно на 35, условно там с под заданиями, потому что некоторые медитации будут даваться не на один день, а мы будем прорабатывать их несколько дней. Поэтому рассчитывайте, что этот курс может длиться, как раз, наверное, до конца лета. Это минимум, он будет продолжаться. Материалы я буду все выкладывать по практическим занятиям. Буду выкладывать именно в этот канал Telegram и на YouTube.
Вот. Теоретические занятия, ну, у нас какие-то я тоже буду выкладывать, но какие-то у нас войдут в отдельный блок. Что касается медитации на осознанное дыхание, мы завтра выполним с вами следующую работу. Перед медитацией, во-первых, сядьте удобно, сядьте в то положение, которое вам комфортно, на стуле, как вот я вам дал рекомендации, то есть не опираясь спиной ни на какую спинку, ни в каком кресле, то есть ровненько, либо на полу на каких-то подушечках, либо на стуле, опять-таки с обвязкой ремнем, но вы сидите ровно, у вас нет никакого напряжения в теле, вы чувствуете себя абсолютно спокойным, вас никто не раздражает, и посидеть в таком положении, прикрыв глаза, 2-3 минуты. Просто посидите и вот успокойтесь. Следующим этапом мы будем с вами наблюдать за своим дыханием и помогать за этим наблюдением с помощью счета. Сначала мы будем вести счет после каждого выдоха. Сделали выдох, раз. Считаем внутри себя, то есть не озвучивая. Сделали вдох-выдох, 2 и так далее, до 10. 10 десяток прошли, начинаем опять с единицы. И вот так мы делаем несколько циклов вдохов и выдохов и достигаем возможности наблюдать за своим дыханием именно по факту выдоха. Так мы дышим минут 4-5. После этого наша задача переключить свой мозг на другой тип контроля за дыханием. Мы будем наблюдать за вдохом. То есть я заканчиваю выдох, мой мозг уже понимает, что я сейчас должен сделать вдох, и прям буквально перед самым стартом вдоха я делаю счет. Раз. Опять вдох, выдох. Выдох заканчиваю, у меня мозг работает, что мне сейчас нужно сделать новый вдох, я говорю 2 и так далее. То есть я в этом уже упражнении акцентирую внимание на вдохе. Итак, мы продолжаем дышать также 4-5 минут. Третьим этапом мы прекращаем счет и просто наблюдаем, как воздух заполняет наш нос, глотку, трахею и распределяется в легких. И в обратном направлении, как он выходит через нос. Дышать будем носом и на вдохе, и на выдохе. Если у вас есть сложности с дыханием носом, можно дышать через рот, но через узкую щель, чтобы вы могли управлять дыханием. Либо вдох через нос, выдох через рот. Но пока старайтесь научиться дышать именно носом. Подышав таким образом, наблюдая за потоком движения воздуха, мы переключаем свое внимание на самую активную точку, которая привлекает наше внимание во время дыхания. Это может быть точка внутри полости носа, это может быть точка под носом, это может быть точка где-то в глубине вашей гортани и так далее. У каждого будут свои ощущения. Это будет самая активная точка, которая максимально привлекает ваше внимание во время дыхания. И вот за этой точкой мы будем наблюдать. Мы будем наблюдать, как меняется ощущение в этой точке, и как эти ощущения распределяются по всему вашему телу на вдохе. Как меняются ощущения на выдохе. Вот мы просто сидим, дышим и наблюдаем, как изменяются эти ощущения. Выдох постепенно и вдох удлиняем, дыхание становится мягче, утонченнее, и мы начинаем учиться различать самые тонкие нюансы, которые возникают во время дыхания. То есть мы развиваем таким образом наблюдательность и сосредоточенность на объекте. В данном случае, в данной медитации, объектом нашей сосредоточенности является дыхание. А сейчас я с вами откланиваюсь. Благодарю за внимание. Можете это видео пересмотреть еще раз. Оно сейчас уже выложено на YouTube и в вашем распоряжении. Завтра утром я для вас специально в 7 утра выложу на YouTube ролик с практикой по осознанному дыханию. Ваша задача будет
включиться в этот процесс, за моим голосом пройти и добиться осознанности в вашем дыхании, внимательности и наблюдательности. Эту практику можно повторять несколько раз в день, и мы ее будем выполнять с вами несколько дней. Хотя я буду давать и другие техники медитации, но рекомендую вам эту медитацию именно осознанного дыхания, особенно первые дни, выполнять вот хотя бы один раз в день, либо утром, либо вечером. Сама медитация очень хорошо позволяет успокоить нервную систему, что полезно вечером перед сном. Также активизировать ваше мышление, чистое мышление, что полезно утром. Поэтому практикуйте эту медитацию первые дни наших практик. До встречи, до завтра.